Всем привет, друзья! Я рада вас приветствовать на своем творческом канале «Красота в деталях». Я Ксения Назарова. И сегодня речь у нас пойдет о самых маленьких представительницах прекрасного пола, о наших маленьких принцессах, которые будут носить резиночки на свои первые косички и первые хвостики. А когда хвостики первые, важно не перегрузить красотой маленькое создание. Поэтому главное в сегодняшнем нашем мастер-классе – это размер. Посмотрите внимательно на эти прекрасные мимимишные цветочки. Диаметр такого цветочка канзаши не превышает 2,5 сантиметров. А в цветочке участвуют репсовые ленты шириной 4 сантиметра и шириной 2,5 сантиметра. И прекрасная серединка в виде такого декоративного элемента зайчика. Прибавив к лепесточку, к цветочку 6-й лепесток, можно сделать его чуть побольше. Но в любом случае это отлично подойдет на первые хвостики и на первые косички. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, со мной. Давайте быстрее начнем наш видеоурок. Подписывайтесь на мой канал, делитесь в соцсетях видео со своими друзьями. С удовольствием делайте прекрасные вещи, с удовольствием дарите своим маленьким принцессам. Итак, друзья, для наших миниатюрных цветочков нам понадобятся репсовые ленты разной ширины и двух цветов. Лента шириной 2,5 сантиметра. Ее нужно нарезать на вот такие вот квадратики. И ленточка репсовая шириной 4 сантиметра. Тоже квадраты. Для того, чтобы сделать один лепесточек цветочка, вот как он выглядит в готовом виде, нам понадобится один квадрат 2,5 на 2,5 и один квадрат 4 на 4 репсовых ленточек. Кроме самих лепесточков нам понадобится для серединки полубусина, страза или вот такой вот декоративный элемент. Пуговицы различные у меня есть из фанеры, либо просто какая-то красивая серединка. Итак, первым делом обработаем краешки квадратиков огнем зажигалки. Вначале будем работать с лентой шириной 2,5 сантиметра. Когда мы разогреваем ленточку огнем, она может приплавляться сама к себе лучше даже, чем клей. Поэтому разогрею краешек и приплавлю его к ленточке. То же самое сделаю с другой стороны. Вот такой вот конвертик должен получиться. Также разогрею. И вот что у нас должно получиться. Это изнанка нашего будущего лепесточка. Теперь поворачиваю к себе лицевой гладкой частью и складываю в 2 раза. Поворачиваю к себе лицо, складываю еще вдоль нашего конвертика пополам. И посерединке складываю еще раз пополам. И вот эти 2 ушка мы приплавляем друг к другу, получаю такой каплевидный лепесточек. Вот что у нас получилось. То же самое сделаем с репсовой лентой со стороной 4 сантиметра. К себе поворачиваем изнаночной стороной. Разгибаем левую часть к серединке, разогреваем
и прижимаем к ленте. Также делаем с другой стороны. Поворачиваем к себе лицевой стороной, складываем пополам. И первый розовый лепесточек оборачиваем сверху синей лентой, голубой ленточкой. Теперь нам нужно срезать лишнюю ленту и захватить хвостик того лепесточка розового цвета, который внутри, чтобы мы смогли склеить, сплавить все слои ленты. Лишнее отрезаем. Помогаем себе пинцетом. Хорошо разогреваем зажигалкой, чтобы сплавить все слои ленточки. Расправляю лепесточек, убеждаюсь, что он хорошо закрепился. И для моей резиночки, которую делаю для малышек, мне понадобится 5 лепесточков. Для лепесточка чуть побольше я 6 лепестков использовала. Сделаны они абсолютно аналогичным образом, только внутри у меня участвовала лента желтого цвета шириной 2,5 сантиметров. Сейчас 4 капельки у меня уже готовы, и сделаю последний 5-й лепесточек. Приготовила 2 квадрата ленточек, обработала огнем. Складываю левый уголок к серединке, разогреваю огнем и приклеиваю к ленте. То же самое делаю с противоположной стороной. Поворачиваем к себе лицевой стороной, складываем пополам и еще раз пополам посерединке. Краешки приправляем друг к дружке, разогревая их огнем зажигалки. Получаем вот такую капельку. То же самое сделаем с лентой шириной 4 сантиметра. Очень прочно держится ленточка, когда мы ее хорошо расплавили и приклеили. Только делать это нужно сразу. Пока она не остыла. Складываем еще пополам и оборачиваем наш маленький розовый лепесточек. Лишнее срезаем и сплавляем все слои нашего лепесточка. Тем временем у нас разогрет уже термоклей, и
Теперь будем приклеивать лепесточки, нанося капельку клея на боковые поверхности. Цветочек получается очень маленький, миниатюрный, подойдет прекрасно на первые хвостики. Диаметр цветочка около 3 сантиметров. Украсить его можно как угодно. У меня были очень красивые декоративные элементы, милые, вот такие вот зайчики. Можно использовать просто красивую серединку, стразу, бусину, как угодно. Я взяла вот такое украшение, предварительно на клей Момент Кристалл подклеила небольшой кусочек фетра. И теперь на термоклей очень легко смогу посадить мою зайку на цветочек. Будет вот 2 таких резиночки. Также, естественно, нам потребуется бесшовная резиночка. И ее я пришью к кружевному элементу, розовому цветочку. И потом подклею его к изнанке нашего цветка. Закрепим вначале резиночку к цветочку, отрезаю от тесьмы, приплавляю выступающие неаккуратные части, очень хорошо огнем подправляем неровности. Пришью резиночку к сердцевинке моего цветочка при помощи иголки и нитки. Пару стежков, закрепляю нитку, наша резиночка никогда не оторвется. Будет служить долго своей хозяйке. Украшаем серединку нашего цветочка. Можно изнанку подклеить, продублировать фетровым кружочком, который вырезала из фетра. Диаметр кружка соответствует диаметру цветочка, в данном случае 2 сантиметра. И закрою изнанку кружевным элементом.
такие вот маленькие резиночки на первые хвостики у нас получились. Подписывайтесь на мой канал, друзья. Ставьте лайк, если вам понравились мои цветочки. И до новых творческих встреч. Пока-пока.